Всем привет, друзья! Всем привет! Ну что, у нас все без изменений. Раннее утро, очень раннее утро. Еще солнышко даже не показалось из-за горизонта. Посмотрите, друзья, вот такая нас встречает радуга, да, если видно. Значит, там немножко какой-то дождик моросит. Ну и что, выходной день, нам, как обычно, дома не сидится. Выбрались на подводные поиски с металлоискателями. Сегодня действительно немножечко пораньше, потому что прогноз погоды передают плюс 34, плюс 35. Очень много здесь людей соберется 100%. Ну и дабы не мешать им своим вот таким нашим хобби, мы выбираемся как можно раньше. Посмотрите, друзья, вот так вот все приготовили. Сегодня мы будем использовать целых две системы для подводного погружения. У меня будет Nomad Mini, вот видите. Докупил, кстати, островок вот такой. И вот видите, друзья, я не весь шланг пользую, потому что он всего 9 метров, мне столько не надо. А жена уже будет использовать на максимум 3 метра Nemo. И вы видите, да, насколько он уже выцвел. Он такого же цвета был. Кстати, хочу подметить, друзья, вот жена у нас пока начинающий аквалангист. Она будет пользоваться вот таким мини Scuba Tector от фирмы Quest. Это специально для дайвинга металлоискатель. У него нету дискрима, но она как начинающая, ей надо пока что до автомата довести вот этот весь механизм, да, поиска под водой. А потом уже переобуем Equinox в гермобокс. Также я Manticore тоже переобую в гермобокс. И уже вместе будем с профессиональными металлоискателями погружаться. Посмотрите, какая красота, да? Штиль сегодня, гладь, ветра 0, радуга нас приветствует. Все говорит о том, что что-то мы сегодня должны найти. Поэтому, друзья, нам удачи. Начинаем подготавливаться к нашему подводному приключению. Погнали! Ну что, друзья, вот так вот помог я подготовиться нашему начинающему аквалангисту. Посмотрите, настоящий ниндзя. Все, давай, удачных тебе находок. Можешь погружаться. А я сейчас уже быстренько один все накину. Я уже с опытом могу и без лишней помощи, без посторонней помощи подготавливать. Все, давай, удачки! Друзья, я еще раз рад всех приветствовать на нашем канале, и на этот раз прямо из-под воды. Сегодня я буду использовать металлоискатель от фирмы Minelab, который называется Manticore, а также подводная система, с помощью которой я дышу под водой, называется Nomad Mini от фирмы Blue 3. И пока я настраиваю дополнительные функции, хотел бы еще раз уточнить, как все будет происходить. Так как под водой обычно находок бывает немало, и дабы не затягивать видео, я всегда буду показывать только самые лучшие находки, те находки, которые удалось заснять, на мой взгляд, более-менее неплохо, и по традиции я всегда буду показывать самую первую находку, какой бы она ни была. И первая находка сегодняшнего погружения, честно говоря, меня порадовала. Нам попадается одна немецкая марка 1955 года. Начало отличное. Долго ждать не пришлось, и буквально через 2 минуты нам попадается первая находка в виде ювелирного изделия. Красивая женская серьга, но, к сожалению, бижутерия. Следующая находка очень порадовала, и нам попадается первое серебряное изделие в виде кулона с награвированным именем Михаэль. 835-я проба. Зачет.
Тем временем мой напарник Анечка тоже не скучала, и ей удалось найти немецкую монету 10 фенингов 1950 года. Зачет, друзья! На этот раз нам попадается хоть и маленькое, но очень красивое серебряное кольцо 925 пробы. Следующая находка – большая красивая женская серьга. Бижутерия. На этот раз нам попадается женское украшение в виде красивого маленького слоненка. Следующая находка снова порадовала, и нам попадается огромное серебряное кольцо 925 пробы. Зачет. На этот раз нам попадается красивая женская серьга, но, к сожалению, снова бижутерия. Да, друзья, до сих пор не могу нарадоваться тому событию, что теперь мы можем вот так встречаться с женой прямо под водой и показывать друг другу находки, которые удалось найти. На этот раз попадается серебряный красивый браслет на руку с награвированным именем Мартина, 835-я проба. Зачет, друзья!
Следующая находка меня удивила. Нам попадаются часы фирмы Fossil. Судя по их состоянию, пролежали они здесь очень долго, и, к сожалению, восстановить их точно не получится. Но находка все равно очень приятная. Зато следующая находка снова порадовала, и нам попадается очень красивое женское кольцо, украшенное блестящим камушком. Серебро 835 пробы. Зачет. На этот раз нам попадается подвеска в виде английской буквы «Б» – бижутерия. Друзья, именно на этом побережье совместно с женой мы проводим подводные поиски уже во второй раз. В прошлый раз именно на этом месте Анечка нашла серьгу-тоннель в виде луны. Я был просто шокирован, когда она мне начала показывать уже во второй раз точно такую же серьгу. Несомненно, это потерял один и тот же человек, но, честно говоря, для меня это было ощущение дежавю. Следующую находку заметил прямо глазами. Красивое разноцветное женское украшение на руку. На этот раз попадается очень маленькая подвеска фирмы S. Oliver. К сожалению, бижутерия. Заключительная находка сегодняшнего поиска – монета 2 евро. Пора всплывать. Ну что, друзья, мы уже закончили наши поиски. Представляете, начал гром греметь. Вон там такая синяя тучка, если видно. Очень опасно в такую погоду продолжать поиски. Ну, плюс
ко всему, где-то 3,5 часа мы точно откупались, да? Так, смотрите, сейчас быстренько покажу нашей хабарницы. Вот это вот жена собирала, посмотрите, второй выход подряд нашла такую же. Это не одна и та же, дома вторая такая же, представляете? И вот моя хабарница, друзья, полненькая. Так что вот, все, сейчас быстренько выходим на побережье. Высохнем немножечко, попьем чайку, переоденемся, разложим все находки и уже покажем, что нам удалось найти. Все, погнали! Ну что, друзья, нанырялись, напогружались, накайфовались. Очень сегодня понравилось. Правда, есть один нюанс. Водичка мутноватая на этом побережье. Но ничего страшного, зато по находкам нас порадовало это побережье. Смотрите, вот так вот мы красивенько разложили. Сейчас будем показывать. Ну, находок довольно-таки много, посмотрите. Целое сокровище. Так, по драг-материалу, друзья, вот это вот все серебро. Сейчас я вам покажу. Вот такая вот подвеска здоровенная. И тут написано «Михаэль». Серебришка, очень большая подвеска. Кольцо, посмотрите, тоже огромное и так красиво. Тут какие-то узорчики. Немножечко гнутое, тяжеленное, друзья. Вот такое серебряное колечко. Тоже с узорчиками. Ну, вы уже видели при подводном видео. Мы еще не видели. Нам интересно. Придем домой, будем чистить и наблюдать, рассматривать. Вот такое красивое, смотрите, с голубеньким камушком, старинное. И браслетик, друзья. Браслетик, и посмотрите, какое сплетение красивое, мне нравится. Ну и наверняка там какая-то надпись тоже есть. Будем чистить, смотреть. Итого у нас получилось 1, 2, 3, 4, 5 серебра. Бижутерия, друзья, самая разная. И опа, убежала, не хочет бижутерия у нас оставаться. Вот такая вот сережка и вот такая вот серьга. Сегодня опять день сережек, видите, сколько много. И вот такая, друзья, видите. Вот такая, а вот здесь какая-то проба есть, вон там на ушке. Но мы рассматривали вроде бы ПЛ. Вон там сверху, видите, ПЛ. Не знаю, может платина, хотя вряд ли. Буковка В, друзья. Слоненок, видите, на цепочке. Какие-то треугольнички, кружочки, друзья, видите, да? Очень много всяких разных находочек. С. Оливер, может быть, кстати, серебро, хорошая фирма. Убежал грузилочек, свинец. Так, вот сюда вот его. Так, смотрите, по маркам. Марочки. 2 марки. Единичка, 50, 50. В общем, бывшие ходячки. И ходячечки уже современные. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Не 13. 8, 12, 13, 14, 15. Где-то 16 евро. Часы вот такие, друзья. Видите, да, что с ними там уже они тут давно. Фосил, между прочим, фирма Фосил. Хорошая фирма, вернее. И вот, смотрите, друзья, что удалось жене найти. Вот столько вот много разных монеток. В основном марки, да, ходячек даже меньше, чем марок. Всякие разные вот тут от охотничьего патрона. Еще там какие-то пульки. И вот это тоже ее. Представляете, в прошлом видео она нашла вот такую штучку. Мы еще думали, что золото. Но потом приехали домой, посмотрели, оказалось, что не золото. В Амазоне оно стоит там, по-моему, 8 евро или около 10. И представляете, она сегодня находит еще одну такую же. Я не поверила своим глазам. Что это такое? Как такое может быть? Ну, одно и то же побережье. Выкинул, а может быть, с 2 тоннелями был. Может, занырнул и вылетело. И с ушей пух, выпрыгнула. Ну, потому что, представляете, они идентичные. Да. Ну, мы по-любому, я вставлю здесь руку свою, покажу на ладони, их 2 у нас. Не подумайте, что мы 2-й раз подряд ее с собой тут принесли, чтобы найти заново. Вот смотрите, вот такой браслетик нашла. Глазами, да, нашла. Да. Ну, кстати, может быть настоящий жемчуг, потому что, видишь, он кривой такой. Да, это может быть и настоящий, между прочим, жемчуг. Может быть. Мне кто-то объяснял, если он такой кривой. Он на резиночке. Да, ну вот браслетик. Ну и вот, тут какой-то ключик, от брелочка, наверное, что-то такое непонятное. Ну и все, по-моему, все, да, показали. И трубку, друзья, посмотрите. Вот кому-нибудь, не знаю, может быть, подарим, или у нас потому что есть. Ну, тем не менее, трубка очень символическая находка для нас, как для подводников. Все, друзья, будем заканчивать сегодняшнее наше видео. Накайфовались, нанырялись, опять совместный подводный поиск. Кому понравилось такое видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал.
Не забывайте также нажать колокольчик, чтобы не пропускать наши следующие видео. Мы поехали домой. Всем пока! Пока-пока. Пока-пока, друзья!